Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я отвечу на многочисленные вопросы наших зрителей и расскажу несколько очень неплохих способов отмеривания как сыпучих удобрений, так и жидких. Эти вопросы звучат в комментариях, и не могу обойти их стороной. Итак, друзья, многие из вас наверняка знают, что мы в своей практике при выращивании рассады в основном пользуемся ювелирными весами. Это очень удобный способ. Вот у них есть такое открывание. Включаем, выставляем, и они с точностью до грамма нам отмеряют любое количество удобрений. Особенно удобно ими пользоваться, когда выращиваем небольшое количество рассады, и, естественно, удобрений нам не надо разводить на 10 литров, там, на 5 литров. Нам достаточно иногда литра, а в некоторых случаях даже пол-литра, когда рассада маленькая и есть необходимость срочно какую-то подкормку провести. Давайте теперь народные способы. Друзья, вот некоторые отмеривают ложечкой чайной, некоторые столовой ложкой. И, в принципе, это тоже имеет место быть. Почему? Потому что вот применение различных норм удобрений — это не есть аксиома и константа. То есть эта величина может колебаться. И если для наших растений, предположим, для вот этих томатов я хочу применить из расчета 15 грамм на 10 литров воды какого-то удобрения, а у кого-то растения поменьше, и надо, предположим, 20 грамм из расчета на 10 литров воды. Вот ложечки вот эти, они имеют плавающую величину по массе. Точно вы ими никогда не отмерите, как и коробками спичечными, но некоторое приближенное значение, которое не повлияет вредоносно на развитие растений, я думаю, ими отмерять можно. Когда ведрами уже разводишь, то в принципе зачерпнул ложечку, бросил на ведро, и приблизительное количество, если спешит там человек, допустим, мы вот так подкормку тоже можем провести без всяких заморочек. Друзья, но это когда тоже большое количество выращиваем, и нам надо разводить ведрами уже подкормку, поливать под корень. Но когда небольшое количество, какой же выход? А выход — это использование обычных медицинских шприцов. Вот сейчас у меня в руках два шприца различной величины, 20 кубических сантиметров и 5 кубических сантиметров. Как их можно использовать для отмеривания сыпучих материалов? Сейчас наглядно я вам это и продемонстрирую. Друзья, изымаем шприц 20-кубовый. Для того, чтобы сюда насыпать была возможность беспрепятственно удобрения, нам необходимо отпилить краешек. Вот эту вот пяточку нам необходимо отпилить. Лучше всего для этих целей подойдет ножовка по металлу. Друзья, ножом достаточно будет, обычным ножом проблематично. Но попробуйте. Если острый нож, то я думаю, тоже ничего страшного. Но мне удобнее все-таки ножовкой по металлу. Только берем как можно ближе к носику, чтобы точность сохранялась отмеривания. Вот таким вот образом мы и отпиливаем пяточку. Получилась готовая мерочка. Вот смотрите, здесь 20 миллилитров. Что такое 1 миллилитр? 1 миллилитр равняется 1 грамму воды. То есть приблизительно вот соотношение веса и миллилитра сохраняется. Таким образом, давайте проверим сейчас на примере кальцинита. Вот отмерим 20 миллилитров кальцинита. Сколько это будет грамм? Вот мы на ювелирных весах с точностью и увидим. Набирать. Как набирать? Выставляем вот этим поршнем, вот этим штоком нужную, ну если вам надо 10 миллилитров на десяточку, нам 20 грамм, как обычно 20 миллилитров. Как обычно проводим подкормки растений, предположим, на 10 литров воды 20 грамм. И вот сейчас засыпем аккуратненько. Ну, немножко хлопотно, конечно. Я так спешу. Обычно это все более происходит у нас эстетично. Итак, друзья, наполнили. Вот шприц полностью наполнили удобрением нужным. Открываем весы, ставим крышечку и включаем. Сейчас на весах 0. Давайте 20 миллилитров высыпем сюда. Вот мы получили, друзья, 19,7 грамм кальцинита, используя медицинский шприц. Следует учитывать, друзья, что вот кальцинит имеет одну массу, а, допустим, сернокислый калий, он будет тяжелее, там немножко будет отличаться. Но вот эти отличия небольшие между
массой различных удобрений, они, еще раз повторюсь, не будут влиять критично на развитие рассады. Они не навредят. Потому что навредить может нам применение удобрений, если мы будем ошибаться в разы. То есть, если надо 10 грамм, а мы, например, 20 грамм. Спасибо за внимание, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.